Привет, меня зовут Саша Акимов, и сегодня я расскажу вам про светосильный объектив для системы микро 4/3 Metacon 25 мм f/0.95 Speedmaster. На прошлой неделе я уже сделал обзор на его чуть более широкого собрата, это 17 мм. Тоже с дыркой f/0.95 Metacon. Ну, там получается в эквиваленте, так как мы умножаем на 2 на микро 4/3, это 34 мм, ну, грубо говоря, 35-ка. А наш сегодняшний герой это 25 мм, опять же умножаем на 2, в эквиваленте получается примерно как полтинник. Ну, по углу обзора, понятное дело. Про саму компанию, которая выпускает эти метаконы, Zhongyi китайскую, я рассказывал в прошлом видео, так что повторяться не буду. Напомню, что это достаточно старая все-таки компания, существующая аж с 1984 года. То есть это не какие-то новопоявившиеся китайцы, а уже достаточно старые, опытные ребята. И поэтому мне вдвойне любопытно было посмотреть, что же там сможет из себя выдавить эта 25-ка, которую они сделали, потому что в прошлом году я рассказывал про Falklander 25 мм, тоже f/0.95 на микро 4/3. Ну, Falklander сейчас уже тоже, в общем-то, скорее японская компания, так как он к Cassini принадлежит. Ну, лоб в лоб их не сравнишь, потому что оба объектива у меня одновременно не присутствуют, но по общим впечатлениям, по сохранившимся картинкам я могу, в общем-то, примерно, да, как-то их сравнить по своим, собственно, вот таким впечатлением на кончиках пальцев, скажем так, потому что все-таки китайский объектив, он очевидно дешевле, но также он еще и компактнее и легче гораздо, чем Falklander. К сожалению, объектив был у меня не очень долго, и снимал я в основном, ну, так как все-таки была такая поздняя осень, когда он у меня был на руках, было достаточно темно. В общем, снимал я в основном в темное время суток, что, в общем-то, тоже вполне себе разумно, при том, что у него есть дырка f/0.95, он супер светосильный, соответственно, почему бы, в общем-то, посреди ночи его как раз и не использовать. Но, несмотря на то, что он не очень долго был у меня на руках, все равно какие-то выводы я смог от его использования сделать. Сейчас с вами этим всем поделюсь. Сначала покажу то, что я отснял, как он устроен, покажу устройство, и уже потом разберем немногочисленные картинки, которые я успел на него сделать. Он маленький, легкий, при этом светосильный и весь из металла, корпус, крепление, все колечки, все здесь металл. Влагозащиты, очевидно, нет за те бабки, которые, да, он стоит. Ход у кольца фокусировки очень плавный. Хоть и не очень-то большой, конечно, но такой приличный. Но это все-таки не макростекло. Минимальная дистанция фокусировки здесь 25 сантиметров, что, опять же, для эквивалента полтинника довольно неплохо. Все-таки тот же Falklander, конечно, мог и с 13 сантиметров наводиться, и там побольше ход был, но не будем сравнивать, это совершенно разные диапазоны цен. Колечко диафрагмы от f16 до заветных 0.95 крутится, и оно не имеет никаких щелчков, что, наверное, для видео хорошо, но оно очень уж легко сбивается, то есть оно прям очень легко крутится, так что надо постоянно контролировать. Ну, при фокусировке, когда ты двигаешь тубус, можно случайно задеть пальцем и сбить себе диафрагму, накосячить в этом плане. Ну и понятно, что снимая в ночи, я не мог сильно закрывать диафрагму, даже с учетом того, что я использовал камеры микро 4/3, там Олимпусы, OM5 в основном я использовал для съемки с этим объективом. Ну, закрывая дырку, я бы в кромешной тьме все равно удлинял бы выдержку, и даже самый крутой стаб, наверное, мне бы там уже не сильно помогал. И мне все-таки было в любом случае интереснее посмотреть, как будет себя вести он на открытой, все-таки у него это основная фишка. Поэтому большая часть снимков, там 90% этих снимков, сделаны у меня на максимально открытую, жесткую, такую суровую 0.95, точнее не жесткую, скорее мягкую, да, от 0.95 до f1.4 в таких вот положениях. Ну и в большинстве случаев на настолько вот открытой диафрагме, когда мы снимаем в темноте, и там в кадре есть какие-то точечные источники света, вокруг них появляются ореолы, какие-то свечения. Чаще всего, конечно, выглядит это как какой-то дурацкий дефект, ну, как будто бы, там, не знаю, ты вазелином себе объектив намазал или какой-то софт-фильтр вдруг накрутил, хотя ни того, ни другого у тебя на объективе нет, он абсолютно чист, и линзы протерты, все с ним хорошо. Это просто именно вот такой
косяк, да, оптики получается. Но иногда это даже выглядит симпатично. Особенно неплохо это смотрится, когда ты снимаешь какой-то, ну, не знаю, объект, на котором большое количество огонечков, фонариков, вот мост, например, какой-нибудь, ну, какая-то даже немножечко, что ли, сказочная атмосфера там появляется. Ну, а так уже даже на f1.4 картинка в центре кадра вообще супер резкая, прям офигенно резкая. Но, конечно же, к краям она становится значительно слабее, ну, это, в общем, ожидаемо. И на этом объективе только когда ты уже прикроешься где-то до f2.8, происходит такое хорошее выравнивание, в общем, и края, и центр, все очень-очень резкое. Но то, как я заимел светосильный полтинник, то мне как бы закрытая дырка там и нафиг была не нужна, поэтому я все равно снимал все время на открытой, потому что это все-таки показательнее гораздо и веселее просто. Поснимал я специально для примеров также людей еще в клубешнике на диафрагму f1.4. И свет там ужасен, фотографии отстойные. Тут с этим вообще я даже не спорю. Все там плохо с освещением. В этом-то и прикол, чтобы ты с максимально херовым освещением поснимал и посмотрел, как же все-таки он справится. И что я могу сказать? Ну, действительно, резкость в центре кадра прямо прекрасная. Если у тебя скомпоновано все так, чтобы все, что важно, было в середине, ну, в данном случае, если я людей конкретных каких-то выцепленных из толпы или просто там стоящих напротив меня снимал, или там исполнителя непосредственно, то все окей. Меня это стекло ни разу в таком вот сценарии применения не разочаровало. Детализация там вполне себе хороша. Ну и, конечно же, мне выдался как раз, когда у меня этот объектив был случай поснимать и портретики. И хочу сказать, что, в общем-то, для портретов f0.95 здесь тоже вполне себе рабочая, потому что картинка может быть, конечно, и мягкая. И присутствует, конечно, некоторая мыльность, но не так, чтобы очень уж она там какая-то страшная. Тут скорее даже она к месту в таких вот портретах. Плюс, к тому же, на максимально открытой дырке бакешка, ну, прям мягонькая, аккуратненькая, приятно растушеванная. Ну, то есть, действительно красивый, художественный такой вот эффект присутствует. И думаю, что для съемки каких-то вот таких воздушных, нежных, ангелоподобных созданий объектив более чем подходит. Ну, еще вот специально снял в достаточно сложных таких условиях, на этом кадре прям в окне, где девушка стоит, с контровым светом, что, ну, прям реально сложные условия, потому что тут, очевидно, попрут хроматические аберрации всех мастей, и они и правда присутствуют на этом кадре, да, с этим вообще не поспоришь. Ну, не могу сказать, что их прям как-то запредельно много и что это совсем уж непоправимо. В общем-то, это довольно забавный объектив, неплохая альтернатива Фоктлендеру. Ну, конечно, объектив от Cassina гораздо круче, чем этот оптический, но он и стоит гораздо круче. А этот, в общем-то, очень резкий уже на дырке f1.4, при этом у него приятное, нежное, такое мягкое боке. Но, конечно же, присутствуют на открытых диафрагмах хроматические аберрации. Не могу сказать, что они прям там совершенно непобедимые. Ну да, их довольно много. Также имеются какие-то сомнительные ореолы вокруг точных источников света. Ну и да, он на f0.95 несколько софтит. Но я думаю, что на f0.95 вообще, в принципе, любой объектив софтит. Да и все это можно списать там на какой-нибудь характер, какие-то особенности, на художественные эффекты. В общем, нормальный вполне себе объектив, особенно если ты покупаешь его не под какие-то серьезные задачи, а просто чисто для забавы и по приколу. Для серьезных-то задач, конечно же, в системе имеется и вполне себе недорогой Olympus 25 мм f1.8. И можно для совсем уж серьезных задач, если у тебя там денег прям дофига, купить себе оптически вообще совершенный объектив, там 25 мм Olympus f1.2 Pro с, ну, опять же, огромной дыркой, но он просто сам по себе еще здоровый, конечно, тяжелый. Не на всех тушках он будет здорово смотреться. 25 мм f1.7 у Panasonic мне не нравится. Также мне, кстати, не нравится и панолейка вот эта современная, которая 25 мм f1.4. А вот
Как ни странно, старая панолейка, которая еще выходила на систему не микро 4/3, а просто 4/3, еще зеркальную систему, у Panasonic с Leica тогда уже была такая достаточно серьезная коллаба. Вот та панолейка 25F1.4 мне прям понравилась, я на нее снимал. И, к слову сказать, она очень хорошо работает на современных тушках, что Panasonic, что Olympus, через переходники. Но тоже отмечу, что стоит она, скорее всего, довольно дорого, и ее вообще тяжело, наверное, сейчас найти где-нибудь даже на вторичке. Ну что ж, я надеюсь, что такой беглый мой обзор этого Mitaco 25 мм f0.95 Speedmaster окажется для вас все же полезным. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите, пожалуйста, в комментариях, если есть чем дополнить его, может быть, у вас какие-то еще есть о нем впечатления, кто-то, может быть, еще пользовался. Потому как я не во всех сценариях, каких хотелось бы мне, успел его попользовать, он довольно непродолжительное время у меня был. Но все же вот такие вот у меня о нем сложились впечатления. Ну, я желаю всем вам хороших снимков и до новых встреч. Пока.